Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня расскажу вам о настройках интернета для игр и не только. Постараюсь объяснить по пунктам все действия, а также на что опираться при этих изменениях. Поэтому заваривайте кофеек и мы начнем. Нам требуется добиться стабильной работы от железа, операционной системы, драйверов и интернета, чтобы улучшить отклик системы и убрать микрофрезы и всевозможные просадки. Для начала я обновил BIOS на материнской плате. Выставил XMP профиль. Но лучше, конечно, будет подобрать тайминги и частоты вручную. Или отдать копейку за то, чтобы кто-то это сделал за вас. Таких специалистов хватает на просторах интернета. После выполнил небольшой разгон процессора, соответственно убрав Turbo Boost. Далее переустанавливаем операционную систему. Я выбрал сборку от Trivios Windows 11. Кому не нравится 11, также есть сборка Windows 10. Выбрал ее, потому что слышал, что ее используют на компьютерах, на которых проводят киберспортивные соревнования. После установки обнаружил, что проведены все действия, которые я делал самостоятельно в стандартной версии Windows. Такие как отключение динамического таймера, акселерации и некоторых служб. Единственный минус, который я заметил при использовании данной сборки, это иногда возникают ошибки по шрифтам, но это не критично и решаемо. После установки перейдите в параметры и выставите регион, и кому требуется русский язык. Переходим к установке драйверов, которые благополучно для моей материнской платы я выполнял через утилиту Gigabyte Control Center. При возможности установите драйвер на ваш монитор. Особое внимание уделите драйверу сетевого адаптера. Если на сайте производителя материнской платы нет свежего драйвера, ищем вручную по названию сетевого адаптера. Если каким-то образом был установлен видеодрайвер, его требуется удалить через DDU. Для этого нам требуется скачать саму программу, запустить операционную систему в безопасном режиме. После запуска программы с правами администратора выставляем две галочки в параметрах и удаляем драйвер без перезагрузки. Далее отключаем безопасный режим и перезагружаем ПК. Так как у меня NVIDIA, видеодрайвер устанавливал через NVCleaner, который определяет требуемый драйвер и качает его с официального сайта без лишнего мусора. Для Radeon такой утилиты не знаю. После запуска программы на первом окне нажимаем «Далее». Выставляем галочку HD Audio, если вы пользуетесь динамиками на мониторе или передаете звук через HDMI. После скачивания драйвера выставляем две галочки и переходим к стандартной установке. После устанавливаем DirectX с официального сайта Microsoft. Настройками панели управления NVIDIA займемся чуть позже, а сейчас переходим к настройкам интернета. Немного поясню, у нас передача данных происходит пакетами. Для того, чтобы было точное позиционирование противника, вашей модельки, спрея, а также в целом игрового отклика, требуется стабильная передача этих пакетов с постоянным интервалом по времени, без потерь и различных задержек или минимальными. Начнем с тестов буферблоута. Чтобы пояснить этот процесс, расскажу своими словами. Ваше сетевое соединение имеет два основных параметра. Это объем или скорость, то есть загрузка и выгрузка в мегабайтах, и быстрота, то есть время получения информации. Мы знаем, что подключение происходит через несколько промежуточных серверов или коммутаторов. И если данное соединение не может пропустить такой объем информации или по-другому поддержать требуемую скорость, возникает уменьшение скорости на маленький промежуток времени. Такие скачки влияют на быстроту и возникают очереди из пакетов данных, так называемое распухание буфера. Чтобы определить, есть ли у вас эта проблема, переходим на сайт для теста DX сервера. Основные значения, на которые нужно обратить внимание, это Active Download, Upload и Jitter. Эти параметры в идеальном случае нужно привести от 0 до 10. Чем стабильнее у вас интернет, тем ниже эти значения, и тем меньше вам требуется колдовать, чтобы добиться хорошего результата. При каждом изменении сетевых настроек советую проводить тесты, чтобы отслеживать изменения. Когда я занимался этим вопросом, я перебрал все параметры Windows, настройки сетевого адаптера и роутера, проверяя, как изменится значение. Сразу скажу, что у меня соединение ПК и роутера через сетевой кабель. И вот к чему я пришел. Первое, с чего начнем, переходим в настройки вашего роутера и включаем функцию COS – приоритет на стационарный компьютер. Пропускную способность ограничиваем от 5 до 20% в зависимости от значения джиттера. Приоритет от приложения изначально не изменяем, оставляем стандарт. После проведения всех настроек изменяем на игры и тестим. А также можно проверить работу интернета при включенном протоколе IPv6. Перезагружаем роутер и более менять в настройках роутера ничего не требуется. В свойствах сетевого адаптера пришел к тому, что ничего изменять не нужно.
а в настройках отключить режим управления электропитанием. Могу предупредить, что в Windows предусмотрены службы для оптимизации интернета, и отключая какие-либо свойства может ухудшить положение. В настройках адаптера однозначно отключаем Energy Efficient Ethernet, Green Ethernet и Power Save Mode. Все, что связано с энергосбережением, а также Interrupt Moderation, прерывания, которые у меня негативно влияют на значение. Пробегусь сверху вниз и вкратце расскажу, что можно менять и на что это влияет. Вот список параметров, которые я изменил от стандартных. Flow Control или управление потоком компенсирует скачки задержки. Стоит пробовать отключить только в том случае, когда у вас хороший интернет или сервер находится рядом. При отключении у меня на стрельбище уменьшается input lag, но на сервере наблюдается обратный эффект. Gigabit Lite включается, когда у вас гигабитное соединение. Все, что связано с чексом Flow от RX и TX, это прерывание пакетов входа и выхода для более быстрой обработки данных. Jumbo Frame или большой кадр используется только в гигабитных соединениях, в остальных случаях должно быть выключено. Large Center Float – фрагментация пакета. По описанию, при выключении этим занимается процессор. Рекомендуется выключать на мощных процессорах. У меня после обновления сетевого адаптера это стандартный параметр и нет возможности его включить. Буферы приема и передачи. Рекомендуют повышать, но по факту при повышении данного параметра у меня повышается и значение джиттера. Тут опять нужно отталкиваться от вашей ситуации. Если есть положительный эффект, то повышайте. Shutdown Wake включает функцию понижения скорости для более быстрого соединения. Wake Magic и Wake Pattern – дистанционное пробуждение устройства, функцию выключаем. Shutdown Speed определяет диапазон понижения скорости для более быстрого соединения. Значение 100 используется для гигабитного интернета. Не забываем про DNS-сервер. Он нужен для получения IP-адресов и доменов о серверах на всем маршруте соединения. Соответственно, при подборе оптимального сервера можно улучшить отклик интернета, игрового сервера и уменьшить задержки. Я советую протестить 3 варианта. Автоматический, вручную который можно узнать у провайдера, и лучший, который выдала программа DNS Benchmark. Для обладателей хорошего интернета вариант автоматический должен показать лучший результат. Переходим в реестр и выставляем приоритет портов. Негативного эффекта от этого не наблюдал, а уменьшение значений джиттера были замечены. System Responsiveness выставляем на 10. На 0 ставить не советую, так как службам Windows требуется процессорная производительность для нормальной работы. На этом, если у вас хороший интернет, значения должны быть близки к нулю. Настройка интернета для вас закончена и вам повезло. Для остальных продолжим. Если значение по-прежнему завышенное и держится, допустим, в пределах от 20 до 40, отключаем Windows Auto Tuning, что может привести у некоторых к падению скорости, но однозначно требуется занижать скорость, чтобы получить низкое значение джиттера. И выставляем МТУ, как я это показывал в своем видео про настройку МТУ. Когда мы подберем значение как видео, оно максимальное и не значит то, что в полном объеме все пакеты будут доходить до выбранного вами сервера с минимальной задержкой. Тут есть 2 варианта: уточнить значение МТУ у вашего провайдера или практически во время игры подбирать его до результата, который вас устроит. Далее я поставил программу Dragon Monitor Traffic, которая шла вместе с драйверами от материнской платы. Она выставляет приоритет программ и, если требуется, режет пропускную способность, но минимизирует эти задержки. Не забывайте, для нормального применения настроек в реестре и роутере требуется перезагрузка с соответственной операционной системы и роутера. Для применения настроек, связанных с сетевым адаптером, требуется его отключение и включение. С этапом настройки интернета мы закончили. У меня получилось снизить значение от 100 до стабильных 17. Все эти действия не решают проблемы самого сервера и маршрутизации, за которую отвечает провайдер. Но с вашей стороны это все, что можно сделать для стабильного соединения. Теперь переходим к панели управления NVIDIA. Но для начала, кто играет в competitive игры, в настройках монитора выключаем G-Sync и FreeSync. При отключении этой функции в панели NVIDIA эта вкладка пропадет, а также некоторые функции из 3D параметров изменятся. По вкладке изменения разрешения ставим ваше максимальное разрешение и максимальную частоту обновления монитора. Во вкладке регулировка размера и положения рабочего стола ставим выполнять масштабирование через GP. И если играете с пониженным разрешением 4:3, ставим во весь экран. Если нет, то оставляем формат изображения. Переходим в параметры 3D. Теперь внимательно, в любых параметрах есть рекомендация от производителя. Напротив этого значения изображен логотип NVIDIA. Выставляем эти значения.
Я изменил только фильтрацию текстур на высокую производительность и все. Теперь расскажу, как проверить эти настройки. Запускаем любой онлайн-шутер, который поддерживает режим так называемой разминки. То есть в Apex это стрельбище, в CSGO это АИМ-карта из мастерской. Конечно, желательно, чтобы клиент был настроен. Именно этот режим запускается для того, чтобы ощущать меньшее влияние качества интернет-соединения на ваши тесты. Можете изменить любой параметр из панели управления и проверить, как изменится отклик, то есть ваш FPS, чувствительность мыши или качество картинки, насколько вам стало комфортнее наводиться на цель. Теперь немного про режим низкой задержки. Если в панели его выключить, а в игре, в которой эта функция поддерживается, включить, то в любом случае эта функция будет работать в данной игре. Эта функция включается в игре, когда вы привязываете FPS к частоте вашего монитора. Если FPS выше или разблокировано, то эта функция выключается. Только в этих случаях отклик игры становится лучше. Насчет предпочтительной частоты обновления выставляем высшее доступное только в определенных играх, проверяя, как вам стало комфортнее. На этом у меня все. Спасибо за просмотр, надеюсь, я вам помог в решении проблем оптимизации вашей системы. Буду благодарен, если оставите оценку и комментарий о проделанной работе. А сейчас предлагаю насладиться развязкой сражения. I'm surprised you made it this far. No matter. This ends now. Mincemeat of you, but we'll do it for it.